Всем привет! С вами Starix, тренер команды Na'Vi, и мы сегодня будем разбирать демку, которую мы играли в Кёльне против команды Team Liquid. Мы играли ее в четвертьфинале, к сожалению, мы проиграли 2-1, и одна из этих карт это была Train. Но сейчас мы посмотрим ее более конкретно, разберем ее. Значит так, мы начнем с пистолетного раунда. Как вы все знаете, пистолетный раунд является одним из практически самых главных раундов. Скажем так, что если вы берете пистолетный раунд, то вы якобы берете еще плюс 3 раунда, соответственно. И начнем. Значит, у нас ситуация, мы берем один набор, берет Денис, он вместе с Флейми идет на зелень, контролит аркаду зелени. У нас задача поконтролить карту, занять перемычку. Мы знаем, что товарищ Simple играет агрессивно, мы должны были втроем занять ее, отбить ее, потом подождать зелень на аркаду и стянуться вместе пойти на Б. Значит, смотрим. Так, в принципе, и произошло. Simple играл на Б, близко вверх-вниз. Вот мы заняли перемычку, соответственно, мы готовим платформу для атаки. Мы понимаем, что вот Ваня проверил, что все-таки отошел с 33 на зелень. Вот поджимает товарищ Ильич. Поджимает зелень, наши два игрока его ждут, но не все так получилось просто. Объясню, что было неправильно с самого начала у нас, как мы разбираем демку. Смотрите, мы заняли перемычку, отогнали, зелень поджимается. У нас два игрока смотрит зелень, соответственно, поджим. Мы на это рассчитываем. Вот у нас два игрока сидят. Сейчас покажу. Это Флейми и Денис. Они сидят, смотрят под одним углом. То есть, если Конор поджимает зелень, его сразу же убивают. Но у нас так происходит, что товарищ Флейми решил пойти проверить. В это время выходит. Значит, с одного угла они не смотрели в одну линию, и так получилось. Что дальше было неправильно? Дальше было неправильно, что Денис потратил дымовую гранату, которую он должен был использовать на Б, на нижний, чтобы выйти и поставить бомбу. Он ее тратит на зелень, ее промахивается случайно, и мы начинаем, у нас небольшая паника случилась, раунд у нас не получился, да, выходим на Б. Выходим на Б, вот выходит один человек, второй, контртеррористы опять же играют дальний. Мы убиваем сразу же Гвардина, который выходил нижний, и Денис с бомбой, соответственно, уже даже не может выйти нижний. Наши тиммейты его не подождали, и тут как бы без шансов. У нас экономический раунд, мы не поставили пистолетную бомбу, у нас по деньгам очень печально, как проигрываем раунд, у нас 1400, 1500, мы решаем, что мы не будем брать форсбай, мы на Б поставим просто бомбу. Ставим бомбу по специфическому, значит у нас нашифровано это, конечно же, как у всех проигроков, смысл в том, что один кидает смог на нижний, выходит, отдается, потом контртеррорист говорит, что смог на нижний, вышел 1Б, потом говорит, больше никого нету, и в это самое время должны выйти зелень. Мы как раз хотели пойти зелень, но контртеррористы опять поджали зелень, сыграли агрессивно, задумку нашу не дали как бы сыграть, они нам взяли агрессивную игру. Тем самым наша идея не получилась. Но мы все равно принимаем решение, что они поджали зелень, мы все равно дадим смог сейчас на нижний. И попробуем поставить бомбу. Вот мы ждем последнего, дается смог, мы выходим, и бомба у нас, я уже не помню, ставится бомба. Вот мы, соответственно, зарабатываем деньги. У нас в следующем раунде будут дополнительные деньги, чтобы взять АКМы. Но у нас получается плохой бай, у нас нет АВП, но у нас есть, подготовлена была идея. То есть мне как тренер я должен спрогнозировать наш план действий, сказать, что мы будем делать, если у нас ставится бомба, если у нас не ставится, если что мы делаем и так далее, чтобы без лишних вопросов в момент как бы уже игры я не объяснял каждому игроку, что надо делать. У нас вот такая идея, что мы занимаем в раш перемычку, отбиваем перемычку, один Денис у нас шумит на зелени, Ваня убивает Симпла, который пытался подняться на таймер вверх-вниз. Мы спровоцировали, что мы занимаем в раш, он решил подняться. Вот мы слоу заняли перемычку. Халдим, зелень у нас раскидывает Денис. Палится, что мы якобы делаем дефолт, а сами выходим в верхний. Под гранатой это довольно неожиданно против контртеррористов. Ну и вот так вот получится. Значит, раунд на самом деле очень простой, сейчас еще раз его объясню. У нас плохой бай. Считается это плохой бай, это когда нет АВП, нет недостаточное количество гранат и всего остального. То есть мы не можем использовать как бы потенциально все дымовые гранаты, которые используют очень часто террористы, чтобы занять какие-то базы и потом с помощью этих же гранат и задефендить эту базу. Вот товарищ Simple, конечно, сыграл не очень, как-то неаккуратно. Мы понимаем, что примерно один играет Б хика, мы сделали какой-то анализ перед этим, и получается мы выходим под Гвардиана, по-моему, флешку он должен дать, кинуть смог и дать вот флешку.
которая летит, и она ослепила Зевса, который вышел, соответственно, произошла мискоммуникация. Владислав должен был сначала дать флеш, под нее должен был, 3 человека должно было выйти с верхнего и убить контртеррориста. У нас получилась примерно такая же идея, только флешка ослепила своих, но это было, скажем так, не столь важно, мы все равно взяли раунд, это нам не помешало. Но если бы нас принимало бы 2 контртеррориста, было бы сложнее, спасибо Симплу. Так, дальше. Мы понимаем, что у контртеррористов сейчас интересная ситуация, связанная с деньгами, что у них не будет кольтов, у них может быть форс-бай. Что, соответственно, они и делают они опять дефолт, мы это понимаем. Мы занимаем перемычку. Это на карте является такая самая базовая территория, чтобы мы смогли контролировать перетяжки и могли как бы манипулировать и управлять контртеррористами. То есть мы можем раскидать Б, выйти на А, можем раскидать А, выйти Б. То есть такая ключевая позиция, она в принципе на всех картах она есть, которую обязаны террористы занимать. Ну что, мы делаем дефолт, мы заняли перемычку, в планах пойти на Б, наводим какой кипиш, ждем флейми, Зевс, Эдвард разменяли опять Симпла, который любит играть 33 агрессивно. Мы понимаем, что в теории это 1Б, но может быть больше, и мы как бы не спешим выходить. Вот Владислав еле-еле убивает Элижи, который поджал сверх-низа, мог не убить, но мы принимаем решение выйти на А. Дениса убивает 2 человека подобного, мы понимаем, что 2 контртеррориста играют на А и приняли хорошее решение пойти на Б по информации. Денис сказал, что 2 контртеррориста, но пока мы это сделали не сразу, контртеррористы понимали, что Денис, когда умер, дал информацию, что 2 на А, и, соответственно, террористы, которые умные, они должны были сразу уже это все сделать и пойти намного быстрее на Б-базу и тем самым выйти только на одного. Но мы вышли практически на 3, но слава богу у нас преимущество, у нас АКМ, и мы с помощью этих же АКМов взяли раунд. Но если взять логически подтерриториально, то мы как бы раунд не совсем правильно сыграли именно по таймингу. Вышли на 2 на 3. Ну что, первый бай-раунд в игре, мы понимаем счет 2-2 Понимаем, что у контртеррористов есть авик. JDM, парень с ликвидов, они опять играют свой дефенс, один нижний, Simple опять играет агрессивно 33, видно у него была такая установка. Вот у нас Эдвард пришел, увидел Simple, что он играл 33. В это время Владислав, к сожалению, сыграл не очень аккуратно, и его GDM словил все-таки с авиком. Владислав, в принципе, ожидал и понимал, что на нижнем будет у него стоять здесь снайпер, но он должен был потратить флеш, световую гранату на нижний и с помощью ее убить. Но, видите, он сыграл так как-то нагло, без гранаты, как бы особо не ожидал. Мы понимаем, что играли 2 на Б, АВП и Кольт. И принимаем решение, что надо слоу выйти на А, чтобы там не было на А-базе снайпера. Вот у нас при дефолте 2 человека, Флейм и Денис, опять же, занимаются зеленью. И они подошли вот вблизь под свои гранаты, они вышли и должны, сейчас мы идти сверх-низа, перетягиваться. Ага, не так, мы, короче, ждем, пока они какой-то размен дадут наверх-вниз. У нас на зелени у нас еще минута времени и есть еще время похолдить. Вот, ждем, как происходит ситуация. Они стоят, ждут на зелени. Бомба перетягивается один мидл. Его сейчас тут убьют. Да, потому что он должен был... Нет, его не убьют. Он убивает одного хорошо, второго разменял. Выходит со зелень. Опять же, неправильное решение мы приняли, потому что нас принимала... В итоге 4 человека на, одна бомба пошла в мидл, ее убили, вышли 2 зелень, Ваня был один вверх-вниз, бомба была у контров, и нам было очень тяжело взять раунд. Мы играем до 16 раундов, и в этой игре каждый раунд может быть ключевой. И игра состоит из множества раундов, отданных, взятых ошибок. Выигрывает как бы у нас тот, кто допускает меньше этих ошибок. Если мы включим любую демку там, противников или наших, мы в любом случае найдем какую-то ошибку, которую мы допускаем. Чем ты меньше будешь допускать как бы ошибок в игре, тем больше вероятно, что ты выиграешь эту самую игру. Разберем сейчас такую ситуацию. Команда Na'Vi отдает эко-раунд. Мы знаем, что у них эко, мы делаем дефолт,
3 человека отбивают у нас перемычку, как обычно, как это делают все террористы. Там 3, 2, 1, неважно. 2 идут контролить зелень. Вот 3 человека с авиком отбивают. Вот что у нас происходит. Вверх-вниз, контур, который решил подняться на тайминг, поднимается на тайминг, убивает Зевса, берет АКМ сверх-низа и сразу уже убегает сверх-низа. Значит, по сути, мы понимаем, что террорист играет, контр играет вверх-вниз. Последняя информация, которая была, поднялся вверх-вниз, забрал АК, ушел. Значит, мы представление, что могли поджать, играть агрессивный мидл, Денис и Флейми выходит зелень. Выходим зелень, мы это все понимаем. У нас Гвардиан халдит с бомбой. Я ему говорю, иди на зелень, по-моему, или не говорю. Да, говорю ему, иди на зелень. Он уходит на зелень, потому что могли мидл поджать. Мидл все-таки поджали. Вот Ваня ждет вверх-вниз. Тем временем Флейм и Денис вышли на базу и понимаешь, здесь чисто. Потому что, скорее всего, контры либо встречают базу, либо что поджали. Но вот что происходит. Флейм стреляет в Дениса. Мискоммуникация у них произошла. И в это время АК, которая поджала вверх-вниз, убила Ваню, остался на вышке. Вышку не проверили, ставится бомба, залазит сюда Гвардиан, удивляется, что здесь у нас АКМ тут оказывается у контров на вышке. А тем самым мы еще боялись, что этот же АКМ будет на верх-низе. И Ваня тут его просто сидел, ждал. Мы знали, что мы вышли на Ашу, якобы чисто. Эти 2 человека, которые вышли на зелень, должны были дать киллы, дать информацию примерно по месторасположению контров, но, как видно, мы перенервничали и даже чуть друг друга не застрелили на зелени. И, соответственно, из-за этого отчасти и отдали эко-раунд. Ну что, ребят, мы разобрали только несколько моментов с нашего чемпионата, с нашей игры на трейне. А в дальнейшем будут еще маленькие такие разборы от Na'Vi, от Starix и от HyperX. Всем удачи!